Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я буду готовить шинку. Шинку, ветчину я буду готовить вот в такой пресс-форме. Это новый инструмент у меня на кухне. И это первый рецепт, который я подготовил для вас, используя именно эту замечательную и очень удобную в работе пресс-форму, которую я получил от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Посмотрите это видео до конца, и вы увидите, насколько просто можно приготовить дома своими руками замечательные деликатесы, используя вот такие инструменты. Ну и, конечно, я подробно поделюсь с вами, где можно приобрести такую пресс-форму, что для этого необходимо сделать. И вы увидите подробный рецепт, простой, понятный рецепт для начинающих. Как из обычной свинины можно приготовить настоящий шикарный деликатес и удивить своих друзей и близких. Посмотрите, какая получается красота. Это просто шедевр. Конечно, у меня есть достаточно большой опыт приготовления различных ветчин и шинок, но вот то, что я смог получить именно в этой пресс-форме, по рисунку, по консистенции, по плотности, это нечто другое. Поэтому смотрим видео до конца. Подробный рецепт для вас я подготовил. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Итак, начинаем готовить. Для приготовления этой шинки я взял свинину, два вида мяса. Это у меня ошеек, такой нежирный, 1 килограмм. И это свиная лопатка, также 1 килограмм. Мясо у меня хорошо выдержанное, покупал я его в специализированном мясном магазине. Ни в коем случае нельзя использовать парное свежее мясо, которое вчера еще хрюкало. Парное мясо должно пройти как минимум 3, а лучше 5 суток автолиз. То есть выдержку в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Свиную лопатку я буду перекручивать на подрезной решетке. Это самая крупная решетка с самым крупным диаметром отверстия. А свиной ошеек я перережу ножом. Предварительный посол я делать не буду. Вот таким образом буду готовить прямо с колес. Значит, я буду использовать 18 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и 18 грамм обычной поваренной соли. То есть это 1,8% на общий вес мяса, нитритной пополам с обычной поваренной солью. Соль я буду вносить при вымешивании, просто вобью ее миксером, а нитритная соль сработает на этапе отепления. Этого будет достаточно. Так, ну и будем добавлять специи из расчета. Значит, здесь аскорбат 0,5%, дикислитель жира, фосфат пищевой для удержания влаги 2,5 грамма на килограмм, перец черный молотый 1 грамм, кориандр 1 грамм, чеснок сухой 1 грамм, мускатный орех и кардамон по полграмма. И будем использовать воду ледяную 10% от веса мяса, то есть 200 миллилитров. Свиную лопатку я перережу ножом под мясорубку. Вот такими небольшими кусочками размером там 2 на 3 сантиметра. Итак, лопатку я перерезал и вношу половину посолочной смеси, поскольку и лопатка, и шейная часть у меня в равных пропорциях, по 1 килограмму. Я буду перемалывать лопатку на подрезной решетке, поэтому такой мясной каркас образуется, в который я буду вмешивать уже слайсы, на которые я нарежу свиной ошеек. Так, теперь шейная часть. Нарезать я ее буду тонкими слайсами. Для того, чтобы получить красивый рисунок, я эти слайсы вмешаю
перекрученную на мясорубке свиную лопатку. Перерезав свиной ошеек, я вношу вторую часть подсолнечной смеси и аккуратно вымешиваю. Так, теперь на подрезной решетке я перекручиваю свиную лопатку, которую я уже предварительно посолил. Теперь, после того, как я перекрутил свиную лопатку на подрезной решетке, я частями вношу специи. Состав этого набора специй я еще оставлю в описании к этому видео. И затем я начинаю частями вносить слайсы, которые нарезал ножом из свиного ошейка. Ну и теперь необходимо все тщательно вымесить до однородного состояния. Далее я переместил фарш в чашу планетарного миксера. У меня на 5 литров. И вот такой вот насадкой я буду сейчас вымешивать фарш с добавлением ледяной воды. Воду я буду вносить в размере 10% от веса мяса, то есть 200 мл. Вода у меня подморожена, она ледяная, потому что в процессе вымешивания происходит нагрев фарша. И для того, чтобы не допустить превышения критической температуры, это 10-12 градусов, я буду добавлять именно ледяную воду. Вмешивать я буду ее частями на средних оборотах. 5-7 минут, я думаю, что этого будет достаточно. Вот такой вот обычный домашний тестомес хорошо решает эту задачу. Если у вас нет такого устройства на кухне, вы можете эту операцию сделать руками. У меня на канале есть специальный видеообзор вот той домашней техники, тех инструментов, которыми я пользуюсь у себя на кухне для производства колбас и мясных деликатесов. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете перейти на это видео и ознакомиться с этой информацией. Итак, этап вымешивания фарша завершен. Вот, посмотрите, друзья, пожалуйста, какой консистенции получился фарш. Отлично справился планетарный миксер. Вот эти белые нити, это мясной белок. Фарш такой тягучий, липкий, однородный. И теперь контроль температуры. 11 градусов – это в пределах нормы. Ну и теперь пришло время взять в руки вот тот самый важный инструмент, ради которого сегодня я затеял приготовление этой шинки. Вот такая пресс-форма у меня от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Посмотрите, вот эти два отверстия, прижимающие к крышке, для того, чтобы можно было использовать щуп выносного термометра. Конструктивной особенностью этой пресс-формы является то, что снимаются боковые крышки. Это критически важно для того, чтобы было удобно извлекать изделия из пресс-формы. И на правах рекламы я рекомендую вам воспользоваться QR-кодом, который находится в левом верхнем углу экрана этого видео. И кроме этого я оставлю ссылочку на эту страницу интернет-магазина Craft Store в описании этого видео. Через QR-код, либо по ссылке в описании под этим видео, вам откроется вот такая вот страница,
на сайте интернет-магазина Крафтстор. И вот в разделе «Оборудование» вы найдете вот эту самую пресс-форму. И именно на этой странице вы можете оформить себе заказ. Интернет-магазин Крафтстор отправляет заказы своих клиентов практически во все страны мира. Ну и, конечно, кроме пресс-формы, вы можете приобрести для себя все необходимое для домашнего крафта, для приготовления в домашних условиях колбас и мясных деликатесов. Для упаковки фарша в пресс-форму я использую целлюлозную пленку. Целлюлозная пленка – это натуральный материал упаковочный. Изготавливается она из натуральной целлюлозы. Приобрести такую целлюлозную пленку, а также другие натуральные упаковочные материалы, коллагеновую пленку, оболочки всевозможные. Для приготовления колбас в домашних условиях вы можете в интернет-магазине Крафтстор. Если вы смотрите это видео с телефона и не можете воспользоваться QR-кодом, в описании к этому видео есть ссылочка, нажав на которую вы можете перейти на страницу раздела «Все для домашнего крафта». Для удобства в работе перед началом использования целлюлозную пленку просто надо чуть-чуть смочить водой. Теперь максимально плотно я выкладываю фарш в емкость пресс-формы. Необходимо выкладывать максимально плотно, утрамбовывать, для того, чтобы внутри изделия не остались пустоты с воздухом и не образовались такие полости. Теперь я упаковываю сверху целлюлоидной пленкой, еще раз плотненько утрамбовываю и закрываю верхнюю крышку. Крышку я фиксирую на самый нижний, на первый уровень защелки, для того, чтобы не создать чрезмерное давление и при тепловой обработке не выдавить влагу. В принципе, все. Фарш упакован в пресс-форму, и теперь необходимо переходить к тепловой обработке. Тепловую обработку я провожу стандартную по обычной колбасной технологии в духовке. Первый этап — это отепление. На температуре 45-50 градусов я довожу температуру внутри изделия до 40 градусов. Я вставил щуп выносного термометра, и таким образом я контролирую температуру. После отепления я перехожу к этапу обжарки. Поднимаю температуру в духовке до 85-90 градусов и довожу до температуры внутри изделия до 60-62 градусов. И затем я перехожу к этапу варки с паром. В поддон духовки я наливаю кипяток. Температура внутри духовки 80 градусов. И провожу варку с паром до температуры готовности изделия 70 градусов. После завершения тепловой обработки при достижении температуры готовности я помещаю пресс-форму с шинкой в ледяную воду и провожу резкое охлаждение до температуры 26-27 градусов внутри изделия. Такая процедура позволяет остановить процесс тепловой обработки и увеличить сроки хранения изделия. Процесс душевания занимает где-то примерно 20-25 до 30 минут. После завершения этапа охлаждения я прижимаю крышку пресс-формы на третий уровень фиксатора и убираю в холодильник для стабилизации на 24 часа при температуре 4-6 градусов. Итак, друзья, прошли сутки, и сейчас мы произведем вскрытие, распаковку. Вот видите, на третьем уровне защелки фиксатора крышки пресс-формы шинка провела 24 часа в холодильнике на стабилизации. Ну и теперь посмотрим, что у нас получилось в результате. Я ожидаю другую плотность, другую структуру, другую консистенцию. И она должна отличаться от тех изделий, которые я делал в обычных хлебных лоточках. Очень хорошо и просто разбирается эта пресс-форма.
Боковые стенки снимаются легко. Абсолютно никакого бульонно-жирового отека. Вынимать шинку из пресс-формы – одно удовольствие. Вот такой мясной кирпичик у меня получился. Два килограмма свиного мяса, спрессованного в форме. Ну что, самый ответственный момент. Да, даже судя по разрезу, чувствуется, что консистенция абсолютно другая. Вы посмотрите, какой прекрасный рисунок. Шинка плотная, ровная. У нее прекрасный аппетитный запах. Все-таки пресс-форма сделала свое дело. Никакими другими подручными средствами, какими-то там формочками для хлеба, для кексов, такой консистенции не получить. Эластичная, абсолютно не ломается. Конечно же, я попробовав кусочек, пришел в полный восторг. Яркий ароматный вкус ветчины, классический вкус. По соли все нормально, отлично раскрылись специи. Посмотрите, как отлично прорисовались мясные слайсы, которые я нарезал из свиного шейка. Разделив шинку на 6 равных частей, примерно равных, 3 кусочка я сейчас перевяжу и отправлю на холодное копчение. А еще 3 кусочка я завакуумирую и отправлю в холодильник на стабилизацию и хранение. В вакууме, в таком вот вареном виде, шинка будет храниться минимум 3 недели. При необходимости ее можно заморозить. Вот так, перевязав простым нехитрым способом, сейчас я отправлю 3 кусочка на обсушку на пару часов при комнатной температуре 26 градусов и затем на холодное копчение. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Прошло 3 дня, и я хочу вам показать результат, что у меня получилось после холодного копчения шинки, которую я приготовил в пресс-форме. После обсушки я поместил шинку в картонную коробку и коптил обычным ленточным дымогенератором пассивного типа «Улитка». Коптил я древесной щепой, у меня ольха, где-то, наверное, 5 или 6 часов при температуре 28 градусов. После этого я проветрил часа 3 шинку и отправил в вакууме в холодильник набираться вкуса. У меня на канале есть специальное видео, как я копчу на холодную, используя дымогенератор «Улитка» в обычной картонной коробке. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть для себя это видео, получить всю необходимую дополнительную информацию. И вот через 3 суток я хочу попробовать, что получилось в результате. После обсушки, копчения и проветривания шинка потеряла в весе процентов 10. Очень приятный легкий аромат копчения. Находясь в вакууме практически 2 суток, конечно же, вкус копчения проник в структуру шинки. Она стала более плотная, но и запах стоит невероятный. И, конечно же, мой выбор – это холодное копчение. Ну и попробовав, я еще раз убеждаюсь в том, что пресс-форма – это тот инструмент, который давно искал и давно ждал у себя на кухне. Теперь творчеству нет предела.
Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал Food Court. Ну и конечно, если вам понравилась такая пресс-форма для шинок и ветчин, переходите по ссылке в описании на сайт магазина Craft Store, и все в ваших руках. До новых встреч на канале, друзья!